Итак, всем доброй ночи, дорогие друзья. Вот ночью мы разожгли этот костер не случайно, а для того, чтобы подарить вам ритуал, который вы можете совершить. Открой, Ян, пускай они вылазят, это наши малявки. Прямо вот так открой, да, пусть сидят. Хотят к костру. Который вы можете совершить дома, либо у себя во дворе, если у вас есть возможность разжечь костер, либо в котелке разжечь костер. И нужно кидать туда сухие ветки или сухую древесину и определенные травы. Это ритуал исцеления. Если вы хотите исцелиться, вы это проведете. И если ваш близкий человек болеет, и он проведет этот ритуал, иногда такой ритуал может помочь человеку одолеть и смертельную болезнь. Я хочу вам еще раз говорить, слово «исцелиться» и «вылечиться» – разные вещи. Лечить должны врачи. И упускать этот момент нельзя. Пока болезнь находится в период инкубации, его нужно уничтожить. Но в то же самое время делать ритуалы на исцеление, то есть совместно с врачами усилить свой организм и призвать силу удачи, и призвать силы, которые могут помочь вам одолеть эту болезнь, это будет не лишнее, а наоборот, очень даже кстати. Итак, что вам нужно для этого ритуала? Нужно разжечь костер из сухих веток или из дерева. Далее берем определенные травы. Значит, это зверобой, это могильник, зверобой, мята и листья лавра, лавровые листья. Это все нужно бросать в костер, значит, ходить вокруг костра. Если у вас нет возможности разжечь костер, значит, этот огонь, этот костер должен быть в котелке, но вы должны так расположить этот котелок, чтобы вы могли вокруг ходить этого котелка и бросать эти травы. Когда они у вас закончатся, в любом случае 6 кругов вы должны делать вокруг костра, каждый раз бросая эту траву и читая заговор. Трава у вас закончится, ничего страшного. В любом случае 6 кругов вы должны делать вокруг костра и начитать. Потом в конце, когда это все закончится, на следующий день эту золу уносите подальше от дома и, значит, оставляете на земле под деревом и откупайтесь столькими монетами, сколько вам лет, или сколько лет этому больному человеку, который должен будет с вами вместе делать. У меня спрашивают, а люди, которые иностранцы, не знают русский язык, можно ли с ними повторить? Можно. Вы стоите возле костра, он ходит, делает весь этот ритуал, вы можете объяснить человеку, и за вами повторять. Переводить эти ритуалы я не советую, потому что он теряет уже силу. Понимаете, он создан на русском языке, он должен произнесен быть на русском. Вот почему ритуалы вуду я не перевожу на русский, а именно делаю на языке суахили. Они на этом созданы языке, значит, есть в этом некий смысл, который, не надо спрашивать, почему да как. Делайте, как сказано. Не тратьте мое время на лишние объяснения. Теперь начинаем, значит, процедуру. Для того, чтобы не отвлечься, я буду сейчас кидать эти травы вокруг костра, а потом буду читать и проходить, потому что мне так удобнее в данный момент. Киса, уйди. Поэтому пока я буду читать про себя, проходить, а потом я пройду вокруг костра, наверное, встану и прочитаю. Так будет лучше, да? Потому что так не слышно будет. Или так, да. Костер ярый такой.
теперь произнесем заговор. Так. Север, юг, запад и восток. Вот и пришел мой день и ночь. Я излечусь, я исцелюсь, я откину болезни прочь. В черном лесу изба стоит, в той избе огонь горит, вокруг огня крутится, колдует бабушка-целительница Соломонида-матушка. Ходит кругами вокруг огня, кидает болезни людские туда, да приговаривает: гори болезни, хворь, превращайся в золу. Бабушка-колдуница, чудесница, врачуй меня, исцели, излечи, верни здоровье и радость жизни. Соломонида-матушка берет мою болезнь и как траву сухую кидает в огонь, и колдует, и говорит: гори болезнь и хворь, Инги, произноси свое имя. Исцелись, испепелись, превратись в золу, зола в землю уйдет, а боль и хворь с собой унесет. И речи Соломонида ведьма: о духи Нави и Яви, исполните все в срок. Как правда то, что горит трава и дерево, так и болезни Инги горят, так и боль тлеет в огне. Илехим де Амирим, се Ашми, се Лашми, Илахим де Амирим. Болезни и боль сгори, в золу превратись, а здоровье и сила жизни возвратись. Как сгорела трава и дерево, так сгорела болезнь, боль и хворь, а вселенная исцелила и спасла. Да будет так. Заклинаю пламенем и черными силами, и темными легионами, и первым криком младенца, и последним вздохом умирающего, печатью луны и солнца, альфой и омегой. Болезнь Инги сгорела в огне, истлела и превратилась в золу. Ключ, замок, язык. Заклято. Теперь подойдем к огню, еще раз прочитаю, потому что 6 раз крутиться сейчас я не буду, поскольку я сейчас вас обучаю и дарю. Нет нужды мне кружиться. Да, вот, снимаю огонь, а я прочитаю. Север, юг, восток и запад. Вот и пришел мой день и ночь. Я излечусь и исцелюсь. Я откину болезни прочь. В черном лесу изба стоит, в той избе огонь горит, вокруг огня крутится, колдует бабушка-целительница, Соломонида-матушка. Ходит кругами вокруг огня, кидает болезни людские туда, да приговаривает: гори болезни, хворь, превращайся в золу. Бабушка-колдуница, чудесница, врачуй меня, исцели, излечи, верни здоровье и радость жизни. Соломонида-матушка берет мою болезнь и как траву сухую кидает в огонь, и колдует, и говорит: гори болезнь и хворь, Инги, испепелись, превратись в золу. Зола в землю уйдет, и болезни хворь с собой унесет. И речи Соломонида ведьма: о духи Нави и Яви, исполните все в срок. Как правда то, что горит трава и дерево, так и болезнь Инги горят, так и боль тлеет в огне. Илахим да Амрим, се Ашми, се Лашми, Илахим да Амрим. Болезни и боль сгорите, в золу превратитесь, а здоровье и сила жизни возвратитесь. Как сгорела трава и дерево, так сгорела болезнь, боль и хворь, а вселенная исцелила и спасла. Да будет так. Заклинаю пламенем и черными силами, и темными легионами, и первым криком младенца, и последним вздохом умирающего, печатью луны и солнца, альфой и омегой. Болезнь Инги сгорела в огне, истлела и превратилась в золу. Ключ, замок, язык. Заклято. Давайте еще раз прочитаю, еще раз вам скажу. Это при очень серьезной болезни, если нет другого выхода. Не читайте этот заговор, если у вас голова болит, или если у вас там плохое настроение, или если у вас, я не знаю, ноготь оторвалась и так далее. Это читают тогда, когда вы понимаете, что у вас нет выхода, когда боли нестерпимые и так далее, и так далее. То есть совместно с врачами проводите, или врачи не могут найти, в
чем проблема, а у вас какая-то болезнь, которая вас жрет изнутри, не дает вам жить. Север, юг, запад и восток. Вот и пришел мой день и ночь. Я излечусь, я исцелюсь, я откину болезни прочь. В черном изба стоит, в той избе огонь горит. Вокруг огня крутится, колдует бабушка-целительница Соломонида матушка. Ходит кругами вокруг огня, кидает болезни людские туда, да приговаривает: гори болезнь и хворь, превращайся в золу. Бабушка-колдунница, чудесница, врачуй меня, исцели, излечи, верни здоровье и радость жизни. Соломонида матушка берет мою болезнь и как траву сухую кидает в огонь, и колдует и говорит: гори болезнь и хворь инги. Испепелись, превратись в золу. Зола в землю уйдет, и боль и хворь с собой унесет. И речи Соломонида ведьма о духе Навии и Явии. Исполните все в срок. Как правда то, что горит трава и дерево, так и болезни инги горят, так и боль тлеет в огне. Илахим де Амрим, се Ашми, се Лашми, Илахим де Амрим, болезни и боль сгорели, в золу превратились, а здоровье и сила жизни возвратилась. Как сгорела трава и дерево, так сгорела болезнь, боль и хворь, а вселенная исцелила и спасла. Да будет так. Заклинаю пламенем и черными силами, и темными легионами, и первым криком младенца, и последним вздохом умирающего, печатью луны и солнца, альфой и омегой. Болезнь инги сгорела, в огне истлела и превратилась в золу. Ключ, замок, язык. Заклято. 6 раз проходите, читайте, кидайте туда те травы, которые перечислила. Если эти травы закончатся, просто ходите вокруг огня. Если у вас нет возможности разжечь костер, делайте это в котелке или в другой емкости дома, чтобы было безопасно, естественно. Если костер погаснет, все время поддерживайте огонь и читайте 6 раз. Теперь послушайте внимательно. Если вашему ребенку нет 15 лет, вы можете со своим ребенком кружиться, но ребенок должен повторять за вами эти слова. То есть вместе с ребенком можете провести. Если ваш спутник жизни иностранец, и он не может говорить по-русски, вы говорите, он повторяет, но кружится вокруг огня он один и кидает эти травы. Повторять. Неважно, как он повторит, неважно, что слова там исковеркает или неправильно выскажет, это не имеет такого значения. Еще раз говорю, это очень сильный ритуал, и не нужно проводить просто так, от нефиг делать. Когда нет спасения, нет выхода, берете и делаете. А потом о результатах скажете сами. Поскольку Соломонидушка уже не раз и не два помогала, я решила с помощью нее помочь вам убрать эти болезни. Кто такая Соломонида? Соломонида была ведьма. Христианство приписывает ей совершенно иные функции. На самом деле она была ведьма. И, согласно легенде, жила в лесу, исцеляя людей. Вот поэтому к ней обращаются, когда исцеляют грыжу, когда исцеляют такие смертельные болезни и так далее, и так далее. В этом случае, в том числе, болезнь лечат врачи, но усилить себя, исцелить себя и дать себе жизненную силу, чтобы эта болезнь быстрее излечилась, вы в силах. А как применить это все, я вам уже объяснила. Все, всем удачи и спокойной ночи.